Всем привет, меня зовут Наташа. В предыдущем видео я рассказывала о том, как я планирую свой день. Но сегодня не будет теории. Сегодня я покажу все в действии. А под видео напишу все поминутно. Не забудьте подписаться на канал, если вы до сих пор этого не сделали. А также не забываем ставить лайки и писать комментарии. Это так несложно сделать, зато мне будет очень приятно. Кстати, я читаю каждый комментарий и всегда стараюсь отвечать. Итак, начнем наш день? Вы уже видели наше утро, но сегодня будет другой вариант, когда Лера не болеет и пойдет в садик. Я просыпаюсь на 10 минут раньше заведенного будильника на 7 утра, умываюсь и иду будить Леру. Я ее поглаживаю, включаю ее любимую песенку, чтобы она начала улыбаться, чешу ей спинку, затем мы делаем небольшую зарядочку, просто для хорошего настроения и бодрости. Затем мы идем умываться и собираться в садик. Я выдаю ей одежду, и пока она одевается, иду на кухню, готовлю смесь для Симки. Папа у нас тем временем пьет кофе и смотрит новости. Теперь нужно превратить волосатую копну во что-то тугое и не мешающееся, но красивое. В это время Лере разрешается поиграть в телефон. На этом я с Лерой и Артемом прощаюсь, дальше они сами одеваются и уходят. А я иду заправлять кровать и устраиваю Симки на местечко. Бужу его, но он обычно уже сам просыпается к этому времени. Немножко разомнемся и можно завтракать. Столбиком мы теперь торчим вот таким образом, потому что мамина спина, стоя, уже не выдерживает. В это время мы тренируемся держать головку, а я пользуюсь безвыходным положением Симы и нацеловываю его. Затем занимаюсь Симкиной гигиеной.
После кормления нельзя сразу на живот, поэтому, чтобы не терять время на спине, устраиваем воздушные ванны. Сейчас у меня есть немного времени для того, чтобы посмотреть почту и ответить на ваши комментарии. Пока попка отдыхает от памперса, у меня завтрак. Во время еды я что-нибудь читаю. Обычно это Доман, ну вы знаете, или форум Дети-ангелы. Сейчас я читаю тему на форуме «Упущенное время и ошибки в лечении ДЦП». У нас нет ДЦП, но проблемы очень похожи, поэтому полезной информации для нас там вагон. Затем я прибираюсь в соседней комнате, приготавливаю дальнейшее Симкино там нахождение. Заправляю диван, протираю пол, открываю окно проветрить. И это кто это у нас тут такой красивый? И это чьи у нас такие ручки? Возвращаюсь в комнату, одеваю Симу и начинаю с ним играть. Первый комплекс утром 5-10 минут – это игры, в которых я пытаюсь наладить контакт и взаимодействие между нами. Ну, я уже для вас это подробно снимала. После таких занятий Симу ждет поощрение, массаж, а это он любит. Я уже показывала вам наш массаж, но постеснялась показать, как во время массажа мы с ним поем песенки. Вставлю немного. Твердо верь, твердо знай, все на свете можешь ты. Ночь пройдет, и ласковое солнце зайдет. Солнце зайдет. Снится, а месяца светится ясный, в глазах Василисы прекрасной, зло на проделке хитро, но все ж побеждает добро. Вот так говорит лягушка, ква-ква. Давайте с вами будем всерьез, не для игры, ко всем зверям и людям добры, добры, добры. Делаем упражнения на мяче и на полу. В комнате после проветривания прохладно, поэтому включаем обогреватель. Не переживайте, без присмотра Сима на полу рядом с ним не остается, и откатываю его за кресло. Теперь Сима отдыхает на полу, а я иду прибираться в своей комнате. Поменяю простынку у Серафима. Бросаю в стирку обтиканную клеенку. Кстати, раньше я тратила кучу денег на одноразовые пеленки. Потом я купила в хозяйственном магазине огромный кусок обычной клеенки, нарезала ее на маленькие части и стираю вместе с пеленками. Теперь нужно разобраться с вещичками. Протираю пол. Под Симкиной кроваткой всегда скапливается пыль и шерсть. Затем занимаюсь бельем. Я не глажу. Вообще. Во-первых, я не люблю это делать, во-вторых, жалко тратить на это время. Поэтому домашнюю одежду и постельное белье мы не гладим, а уличную, кому надо, сами себе это сделают.
Прибираюсь на кухне. Терпеть не могу мыть плиту. Если утром это не сделаю, то в течение дня уже себя не заставлю. Теперь завтрак у братьев наших меньших. Готовлю еду. Суп еще есть, поэтому готовки немного. Нужно сделать только суп для Серафима и ужин для всех. Я готовлю только один раз в день. Да, может быть, еда вечером уже не такая вкусная, зато так я все успеваю.